Так, здравствуйте все. Сегодня снова такой костерок, очень красивый. На нем не фиксируется, он постоянно двигается. И приходится снимать как бы без фиксации. Ну, пусть будет так. В самом деле, про что я сегодня хотел сказать? Я в самом деле вчера про это хотел сказать и сбился прям на этого Пригожина снова. Не поминай там в Суе или где. В общем, тема про такая достаточно абстрактная и глубокая относительно, в самом деле, тема относительно, сейчас я попробую, скажем так, мировоззрения, мироощущения. То есть людей. Тема какая-то наполовину психологическая, наполовину, наверное, философская. Там есть и то, и то. То есть я вот сижу такой у костерка, так хорошо. Ну, уже не так тепло, конечно, уже где-нибудь там градусов 12, может быть 15. Ну, уже как-то прохладно, на самом деле. Я даже надел эту олимпийку. В общем, все-таки, ну вот, то есть вчера вот у нас там было, опять же, встреча, обсуждение, и как бы вопрос о том, что опять же, о миропонимании человека, о мироощущении. Я вчера вот интересную вещь сказал по поводу того, как устроен вообще мир. Ну так вот, как бы так получилось, хотя тема была не про то, но это какое-то вступление, может, было там про Белоруссию, скажем так, чтобы понять вообще, как это устроено-то вообще, что, допустим, почему Белоруссия может жить хорошо. То есть, мировоззрение обычного россиянина сейчас настроено на то, что как бы вот есть западная модель мира, она гуманитарная, она хорошая, она богатая, она развитая. И как бы вот эта модель, соответственно, к которой нужно стремиться, нужно вообще стремиться на Запад и так далее. Западная культура. Но никто не хочет при этом думать, за счет чего Запад так хорошо живет. Вот сейчас у нас там много чего за эти месяцы было сказано по телевизору, там такой вал информации идет против Запада именно. Ну, действительно, то есть богатство Запада было построено на колонизаторских всех этих захватах, выкачивании средств. Там такие методы применяли, там известные это накачивание Китая там наркотой, там подсаживали китайцев, то есть для того, чтобы сохранить там контроль, эти британцы. Поэтому, ребят, ну давайте как-то вот, Запад себя рисует такой хорошей цивилизацией, а в самом-то деле посмотреть, что там они творили. Хиросима и Нагасаки, геноцид, использование массовое химических боеприпасов во Вьетнаме. Сейчас уродства там до сих пор встречаются. Урановые снаряды в Югославии, да и вообще бомбардировка Югославии. Ну, то есть у него нос не то что в пушку, он вообще там как бы в крови весь у Запада на самом-то деле. И то есть эти войны-то современные, и надо понимать, что ну да, там хорошо жить,
там развиты технологии, там медицинские технологии, обеспечение в некоторых странах очень крутое, социальное. Ну, например, Германия, там, Скандинавия. В Америке там все по-другому по поводу обеспечения, если что. Я это точно знаю, потому что я общался с американцами, и они объясняли, как это там работает. Ну, то есть рисуется вот такой идеальный мир. Я как-то выступал в самом-то деле. Костерчик-то затухает. И объяснял относительно сознания и мира, который есть в сознании, что он не совсем соответствует реальному миру. То есть то, что у нас есть в сознании, оно как бы, оно, скажем так, это теория, которая вот работает в сознании. Вот в данном случае как раз этот механизм и хорошо используется. То есть предполагается, что западная цивилизация правильная, хорошая. И то есть это закреплено просто в миропонимании, в миросозерцании. То есть в этом вот сейчас проблема у некоторых россиян, скажем так, которые ну, вот не могут просто переломить то, что им было воспитано с детства. Кому-то с детства, а кто-то просто вот перевернулся во времена перестройки и забыл, что такое социальная справедливость и так далее. Ну, то есть такая вот штука. У меня просто вот перед тем, как сейчас закончить, не знаю, буду я там продолжать этот костерчик или еще, скажу такую вещь. Если государство не занимается идеологией, ну, скажем так, хорошей идеологией, потому что можно же по-разному, как бы, имеется в виду там здоровый патриотизм, там, забота о населении, там, человек на первом месте, какая-то социальная справедливость та же самая, поддержка там, активности там, и так далее. Если государство не занимается этими идеологией, то этим будут заниматься кто-то другой. Вот все помнят, это везде кричали и прям убеждали, что у нас идеологии-то больше нет. В Советском Союзе была идеология везде, а теперь у нас идеологии-то нет. Так если реально посмотреть идеологию, то смотрите, какая, например, в Америке идеология, что Америка самая лучшая страна, что она должна править миром. Вот эта идеология, то есть это вот американский флаг, американский гимн, Америка во всем права. Это же идеология вообще. Предполагается, что в развитом, так сказать, демократическом обществе идеологии не должно быть. Ну, то есть это такая идея внедрялась в России. В итоге, что мы получили? В итоге мы получили то, что мы получили. То, что вот сейчас у многих людей просто когнитивный диссонанс уже 1,5 года продолжается, пока продолжается спецоперация. И некоторые доходят до того, что начинают закрывать глаза на факты там, нацизма и начинают там обвинять во всем Россию, что Россия агрессор и так далее. Но опять же, посмотрите, раскройте глаза, то есть посмотрите на факты, которые есть. И как бы начните здраво мыслить. То есть если не обязательно стремиться к этим мерседесам-то ко всем. К мерседесам и сладкой жизни. То есть как бы обычно это жизнь. Вообще смысл жизни, он вообще не в том, чтобы там жрать больше всех в 1000 раз больше потреблять. А можно легко потреблять в 1000 раз больше. Когда ты покупаешь все самое дорогое, например. Самые дорогие автомобили, которые там просто, даже их разработка стоила огромные деньги. То есть как бы вот это вот, как это сказать-то, замена реального, симулякр. Есть такое слово, симулякр. Вот как раз вот это и есть симулякр. Смотрите определение симулякра. Это копия того, чего нет. То есть копия, за которой ты должен гнаться, как бы, а в реальности-то, то есть мы уже достигли какого-то развития, что мы же не средние века уже, чтобы опускаться до таких низких целей. Там, есть же человечество, там, я не знаю, люди, живое, есть планеты, там,
космос, микромир, макромир. Ладно, на этом пока все. Костер совсем затух. Обидно.